Ребята, привет! Наступил новый этап на моей стройке. Это возведение пристройки дома в 2 этажа, общей площадью около 80 квадратных метров. Последние 2 года я перестраивал купленный недострой под свой проект. Основные моменты сделаны. Если кто-то не видел, можете ознакомиться с предыдущими видеороликами. Итак, на данный момент имеем правую часть дома, которая была возведена в далеком 2008 году. Моя задача – построить левую часть. В 2008 году существовали одни законы строительства, а в наше время больше думают о расстоянии от дома до границы участка, а в частности о соседях, которым ваш дом может помешать. Поэтому, создавая проект, пришлось сместить пристройку дальше вглубь участка. Высота конька дома не должна превышать 45 градусов от границы территории. В нашем регионе это сделано специально, чтобы не строили 3-4-этажные виллы. За основу взял первую точку, это край дома, и от нее плясал. Все расчеты на местности начинаются с геодезиста. Это такой дядька, который вычисляет координаты точек застройки через спутник. Без него вообще ничего нельзя планировать на участке. Для наглядности всю разметку рисовал аэрозольным маркером. Он очень быстро сохнет, издалека прекрасно видна разрисовка. Разметку делал по внешнему краю дома. Проектная ширина стены 6,5 метров. Отметил, поставил арматуру. Длина пристройки 7 метров. Также воткнул арматурину. Для наглядности по периметру натянул шнурку. Визуально становится понятно, как будут выглядеть все точки дома. Разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту обносками. Некоторые эксперты называют их скамеечками. На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечения шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а висящие в воздухе. Эти точки позднее переносят на грунт или на опалубку. К сожалению, с калиной придется расстаться. Срезал почти под корень. Корни выкопает трактор. Еще зимой срезал орешник. Интересно, хоть кто-то из вас выращивал орешник на своих участках? Как разметить сторону, перпендикулярной к начальной? Есть способ использовать теорему Пифагора, и зная длины сторон фундамента, можно рассчитать длину его диагонали.
Иной способ построения прямого угла – способ египетского треугольника. На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние кратно этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 метра или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 метров. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения 5 метров. Угол в этом случае будет прямой. Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны, поэтому проверку делал, измерив длину обеих диагоналей и сравнил их. Чтобы разметить высоту нивелировки фундамента, необходимо воспользоваться лазерным нивелиром. Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса. Устанавливается лазерный нивелир, и на нужной высоте отбивается горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки. После проверки правильности разметки она снимается, и можно начинать выемку грунта экскаватором. Рисую разметку для трактора, где сразу учел снятие плодородного грунта для метровой отмостки вокруг всего дома. Заказал трактор, и начался полный хаос на участке. Приехал какой-то мужик и переворотил все до неузнаваемости. Сначала он с легкостью вытащил огромный пень орешника. Затем занялся фундаментом от старого каркасного дома. Я вообще не мог лопатой подцепить его, а тем более вытащить. А трактор за пару минут все выбрал, как будто поигрался в песочнице. Тут меня ждал сюрпризик в виде огромного количества разбитых стекол. Прошлый хозяин, разбирая теплицы, все стекло закопал в землю и сверху залил бетоном. Ну, такое себе решенице. Вручную каждое стеклышко вытащил из земли и вывез в мусорник. Конечно же, в мусорник. Плодородный грунт вывозил КАМАЗами. Конечно же, можно было бы где-то в углу территории его сохранить. Но, во-первых, грунт перемешан с песком, а во-вторых, участок не такой большой, чтобы хранить 4 КАМАЗа земли.
Вот на таких машинах, оказывается, еще и ездят. Наверное, еще и на дилерской гарантии. И масло через каждые 10 тысяч с фильтром меняет. С трактористом мне повезло. Он понимал, что необходимо делать и как выполнять поставленную задачу. Честно говоря, я сам-то не очень понимал, что мы делаем. Это мой первый опыт общения с подобной техникой. Но что скажете? Конечно же, разруха полная. Мы с братом 2 дня восстанавливали участок после работы тракториста. Вырванные корни и пни деревьев, поломанный забор и срезанные ворота, продавленный грунт от массы трактора, вывоз стекла из старого фундамента, подсыпка земли и посев газона. Следующий этап – это выровнять дно котлована ручным способом. Ведь трактор – это огромная машина, которая не в состоянии снять грунт с точностью до сантиметра. Так что берем лопату, линейку, хорошее настроение и равняем до нужной отметки. Глубина примерно 70-75 сантиметров. Натянул 2 причалки. Нижняя салатовая – это внешний край дома. Красная – она выровнена по лазерному уровню. Это верхняя часть фундамента. Вот по ней сейчас ориентируюсь. Где-то приходится немного подкопать, а где-то наоборот накинуть песка. Трамбую ручным трамбатором, естественно проливая водой. Следующий этап называется счесывание неровностей или в простонародье счухивание. Воспользовался 1,5-метровым правилом и пузырьковым уровнем. Возможно, действие бесполезное, не знаю, но делаю для себя. И забегая вперед, потом не составило проблем при выставлении опалубки ровно по уровню. Вот такое волнообразие было изначально после работы трактора. Привезли щебень фракции 32 мм. Подсчитал, необходимо ровно 8 кубов.
Это место соединения двух подошв фундамента. Очистил от земли и промыл песок. Дальше пошла тяжелая техника. Взял в аренду 300-килограммовую виброплиту. Она самоходная, имеет две передачи. Одну вперед, другую назад. Очень мощная игрушка. Даже сын успел поразвлекаться. Изначально не видел проблем раскидать 8 кубов щебня самому без помощников. Но такие мысли рождаются только у тех, кто не работал с этим естественным материалом. По проекту должно быть 15 сантиметров утрамбованного щебня. Работа несложная, но тупая. Щебень неохотно запрыгивает на лопату, он тяжелый, объем большой, ну и добавьте еще 30-градусную жару. Один день помогал сын, а на второй приехал на помощь брат. В следующий раз обязательно возьму в аренду технику в помощь. И уже приглядел. Щебень обязательно необходимо использовать при возведении фундамента. Он не гидроскопичен, то есть он не впитывает и не удерживает влагу. Он отсекает воду с земли, которую подсасывает песок, и, соответственно, не передает ее в фундамент. Мои работники устали, работают исключительно за еду. Также все тщательно утрамбовал, и это только первый слой щебня. Пошел второй слой.
и также трамбуем. Что посоветую после выполненной работы? На тяжелые работы нанимайте людей. Ваше здоровье должно стоять на порядок выше сэкономленных денег. Деньги можно заработать, а вот здоровье, вы сами все понимаете. В следующем видео покажу, как мы выставили опалубку. Процесс оказался также не из легких, так что далеко не разбегаемся. И мы только начинаем. Ну а пока, всем пока-пока. Заказал арматуру. На хомуты взял 10 диаметра, а основная продольная 14. Покупал на металлобазе. Разница цены в строительном магазине и металлобазе ровно в 2 раза. Выложил продольный нижний уровень. Ширина опалубки 80 см. Зазор с каждой стороны до фанеры по 10. Внутренние прутки пойдут по 20 см друг от друга. Напилил нужной длины десятку для хомутов. Гнул покупным арматурогибом. Он недорогой и прост в использовании. Немного доработал шаблон загиба под свой размер и без проблем наделал нужное количество хомутов. Согласно проекту, хомуты развешивал через каждые 40 см. Связывал вязальной проволокой внахлёст по диагонали, то есть каждое соединение скреплено 2 вязальными проволоками. Длина арматуры 6 метров. Меньше, например, по 3 метра, даже не стоит заказывать. Придется делать соединение минимум по 60 сантиметров, а это уже перерасход материала. Идеально, конечно, 12-метровая, но как ее привезти? Можно заказать машину, но она будет стоить столько же, как вся заказанная арматура. Я узнавал. А 6-метровую привез на удлиненном бусике.
Вот так выглядит готовая вязальная проволока. По бокам два ушка для зацепа. Длина бывает разная. Также продается оцинкованная. Работа несложная, ходи себе и крути, но очень время затратная. Один хомут имеет 10 соединений по 2 проволоки на каждую точку. Итого 20 проволок. На весь каркас дома ушло более 2500 штук проволок. Почти готово, но начались дожди. В этом году погода приготовила неприятный подарок. Почти весь август шел дождь. Но не каждый день, но через день так уж точно. Причем за пару часов могло выпасть до 30 мм осадков, да еще и с градом. Как вам такой вариант? Как привязаться к существующему фундаменту? Я просверлил 16 отверстий под 14 арматуру. И загнал прутки усиленным молотком. Такую же процедуру выполнил с другого примыкания подошвы. Идеально было бы воспользоваться, конечно же, химическим анкером. Но я про него вспомнил слишком поздно. Периодически откачивал воду. Вода снизу не поднимается, значит, это не грунтовые воды. Проблема затопления появляется только после обильных дождей. Обязательно сделают дренаж в этом году, иначе фундамент зиму не переживет. Для того, чтобы армокаркас не лежал на щебне и выполнял свои функции, его необходимо приподнять над поверхностью хотя бы на 10 см. Тело армокаркаса обязательно должно находиться внутри бетона со всех сторон. Для этого приобрел пластиковые стульчики. Они имеют два положения по 9 и 10 см для идеальной установки по уровню. Пока армокаркас не закреплен на углах, он сравнительно легкий, поэтому его можно смело поднимать, не повредив спину. Но это, конечно, зависит от его длины. Углы – это самая важная и сложная часть в корсете фундамента. Есть огромное количество вариантов усиления углов. Перелопатив весь интернет, посоветовался с опытными строителями и выбрал для себя самый оптимальный вариант. Той же 14 арматурой делал по 3 усиления на каждом уровне. От точки изгиба в каждую сторону длина получилась по 1,5 метра. У меня 3 уровня, получается по 9 усилений на каждый угол.
Чуть позже на готовом варианте покажу. Вот идет раз загиб, вот второй, и вот отсюда сюда пошел третий. Такое же усиление идет посередине и на нижнем уровне. На Т-образных сиденьях сделал по 4 усиления на каждом уровне. Вот, раз пошла, вторая, третья и четвертая. И такая же история на двух нижних ярусах. Аналогично сделано на другой стороне. Усилил углы той же самой 14 арматурой. Также не будет лишним закрепить внутреннюю часть опалубку шпильками. Как известно, при заливке опалубка начинает разъезжаться снизу, там где создается большее давление. Поэтому шпильками зажимаем в основном нижнюю часть. Монтажная пена также поможет закрыть нестандартные щели. Укосин мало не бывает. Закрепил в двух частях. Низ по горизонтали, а верх по диагонали.
Это не мой ноу-хау. Подглядел у других строителей. Заранее подготовил вибратор. Ну, куда ж без него при бетонных работах. С заказом бетона родилась целая история. Начну с того, что это мой первый заказ готового раствора. И как его заказать, у меня не было ни малейшего представления. Ну вот куда звонить? Выручили те же самые самостройщики, как и я. Дали 2 номера. Позвонил по одному, но там очень долго решались организационные вопросы. А мне необходимо было принять бетон в определенную дату. Дожди в этом году дали бездождевое окно всего в 1 день. Второй номер телефона также оказался не без сюрпризов. Заказал бетон на 4 вечера, нанял помощников, мы собрались, переоделись, сидим, ждем машину. Никого нет. Прошел час, мне позвонили, сказали, что прокололи колесо. Еще через 2 часа они не знали, с какого завода загрузиться. Потом не могли найти вторую машину, и только в 8 вечера они начали узнавать, на какой адрес необходимо доставить заказ. Леха? В общем, приехали только в 9 вечера, когда солнце уже село за горизонт. Поэтому дальнейшие кадры будут показаны почти в кромешной тьме. Камера не справляется без подсветки, появляется зернистость, поэтому качество съемки, ну как есть, так есть. Заказал 12 кубов бетона C3037, что соответствует марке М450. Разница с 20-25 была всего 12 евро за куб, так что взял покрепче. В одну машину влезает 8 кубов, поэтому вышло 2 бетонки плюс насос. Длина насоса 28 метров. У меня крайняя точка заливки 27. Повезло. Вся опалубка выставлена по уровню в 0, поэтому лил до краев, а лишнее снимали правилом. Необходимо было действовать быстро, поскольку бетон схватывается за пару часов. Обязательно прошелся вибратором, но советую на него не налегать. Как раз вибратор – это страшнейший разрушитель опалубок. Если его передержать в одной точке, то вероятность разрыва опалубки увеличивается до максимума. Быстренько и аккуратно, без задержек, выгоняем пузырьки в одном месте и сразу переходим к другому. Заказал бетона на 1 куб больше необходимого объема. Лучше взять чуточку больше, чем меньше. После заливки опалубки так примерно и осталось 1 куб, который вылил соседу на отмостку дома с одной стороны, а остатки слил внутрь застройки.
Все дружно равняем бетон. Если было бы светло, то можно было бы достичь идеальной поверхности, а в ночи все равно чуток не доглядели, и образовались небольшие наросты. Но это не криминально для подушки фундамента. Через 2 дня рванул очередной грозовой дождь. Вылило, как видите, неприятное количество осадок. Грунт не в состоянии столько впитать. Но цемент успел за это время набрать минимальную прочность для жесткости. Я тоже, конечно, дуралей. Приехал фундамент сверху полить водичкой. Ну, раз приехал, что ж не полить. А тут мы устроили заплыв с препятствиями. Я когда это увидел, чуть не разрыдался. Прошло 2 недели. Начал разбирать опалубку. Фундаментом я занимаюсь 3 месяца. Это если считать с момента приезда трактора для копки траншеи и до полностью залитого бетона. Все делал в одиночку. Иногда, правда, сын приезжал, помогал. Спасибо ему за это огромное. Большинство шурупов, которые держали опалубку, к сожалению, можно выбросить, поскольку бетон основательно застрял внутри шляпок, и для дальнейшего использования они непригодны. Я очень доволен результатом. Не образовалось ни одной трещины. В следующий раз, когда буду заказывать бетон, доставку поменяю на утренние часы, чтобы было больше времени на выравнивание и разглаживание раствора. Задача на сегодня – утеплить фундамент по внешнему периметру. Для утепления буду использовать экструдированный пенополистирол 50 мм. Насколько мне известно, это литовское производство, и альтернативы в нашей стране нет. Для приклеивания выбрал полиуретановую пену компании Weber. Данная быстротвердеющая пена специально создана для приклеивания плит пенопласта, а также других теплоизоляционных плит к фасаду, фундаменту и битумной гидроизоляции. Отмерил необходимую высоту листа и обычным канцелярским ножом отрезал лишнее. ХПС-листы решил клеить только на пену, не используя грибов вообще. Подушка фундамента находится ниже уровня грунта. Соответственно, она будет насыщаться влагой на постоянной основе. При установке грибов необходимо засверливаться вглубь фундамента, что разрывает целостность нанесенной гидроизоляции. Посоветовался с представителем компании Weber. Сказали, что пена без грибов идеально выполнит свою задачу. Главное, пены нанести побольше.
Вертикальный стыковочный шов тоже промазывал пеной. После нанесения пены сразу приклеить лист нельзя. Ждем примерно 2-3 минуты, пока пена полимеризуется. Она должна стать липкой. Клей приклеивает лист моментально. Есть буквально пару секунд, чтобы поправить неправильное положение утеплителя, и все. Лист намертво приклеен на свое место. Ничем дополнительно прижимать нет необходимости. Ничего не отваливается и не отклеивается. Монтаж очень быстрый и легкий. За 1,5 дня сделал весь контур в 20 метров. На весь монтаж ушло 1,5 баллона пены. Сверху также заполнил образовавшуюся пустоту пеной. Лишнее срезал. Посоветовали дополнительно промазать все швы гидроизоляцией.
Прежде чем ее наносить, проверьте отдельно на маленьком кусочке, не разъедает ли ваша гидроизоляция экструду. Моя на водной основе, так что проблем не возникло. Работа выполнена. Следующий этап – это расстелить профилированную мембрану для защиты и отвода воды от фундамента. Так что далеко не разбегаемся и ждем нового видео. Спасибо за просмотр. Ну а пока, всем пока-пока. Прежде чем сделать обратную засыпку песком, решил, что не будет лишним укрыть свое строение профилированной мембраной для создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя. Плюс мембрана защитит от грунтовых вод. В общем, сейчас все подробно расскажу и покажу. Сначала необходимо создать уклон грунта от фундамента. Примерно 1-2 градуса на погодный метр. Расстояние от фундамента я взял полметра. В дальнейшем за пределами полуметра пойдет дренажная труба. По ней будет уходить вода от точки застройки по периметру всего дома. Но эту работу отложил на следующий год. Мембрана состоит из полиэтилена высокой плотности с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов 8 мм. Заранее отмечая полметра. Это будет место изгиба, перехода горизонтального в вертикальное направление мембраны. То есть одна часть мембраны будет лежать на грунте, а вторая часть непосредственно будет примыкать к стенке фундамента. Как видите, данную работу можно легко выполнить одному человеку, используя доски и блоки для придержки мембраны. Проверил, как стекает водичка.
но и засыпал все песком. По такому же принципу делается вторая сторона. Подсыпал песочка, утрамбовал. Проверил уклон уровнем. Угол достаточно легко, полностью закрывается мембраной, как бумажный конверт. Достаточно сделать пару надрезов. Мембрана обеспечивает распределение нагрузки на грунт. Также помогает осуществлять водоотвод в дренажных системах. Плюс позволяет снизить расход сыпучих дренажных материалов. Помогает в тепло- и воздухообмене и обеспечивает санацию влажных стен. Параллельно занимался обратной засыпкой внутри фундамента. Нанял людей для помощи, договорились, но никто не пришел помочь. Поэтому пришлось привезти огромное количество песка самостоятельно. Остатки плодородки и растений удалил и замыл водой. Конечно же, в идеале взять в аренду виброплиту и торбануть по-взрослому. Но знаю, что даже в следующем году не планирую заниматься полами. Так что песок сам уляжется. А когда дойдут руки, то и виброплиту подгоню на стройку. Пошла последняя сторона.
Внешний периметр готов. Внутри дома также все сам засыпал. Снимать не стал. В принципе, так все понятно. Грузи да вези. В зимний период для защиты фундамента посоветовали расстелить тент плотностью 250 микрон, для того чтобы осадки не переувлажняли почву и тем самым минимизировали появление пучения грунта. Зимой не стал поднимать цоколь дома. Придут морозы, и работа встанет до весны. Дождусь уже следующего строительного сезона и продолжу заниматься коробкой дома. Ребятушки, всем привет! На дворе 24 год, уже апрель месяц. Давно мы с вами не общались, но на то были причины. Была зима, соответственно, интенсивность строительных работ немного поугасла. Но я занимался параллельно теми вещами, которые не успел еще в прошлом строительном сезоне. В частности, сделал два вот этих окошечка по проектным значениям. Видите, оно было немножечко пошире, как нижнее, так и как верхняя, так и нижняя, да. И еще в прошлом году мне привезли керамзитные блоки 300 миллиметров, 3 мегапаскаля. Заказал пока что одну фуру, должно хватить на 2/3 дома. Больше не заказывала, поскольку разместить на территории пока нет возможности. Плюс два палета, идет ширина 200 миллиметров для внутренних перегородок. И, конечно же, самое основное, что происходило последние 1,5 месяца, это полностью собранная опалубка. Я начал ее собирать еще в конце февраля. Все сделал самостоятельно, без какой-либо помощи. Благо уже опыт есть. Если помните, в прошлом году, навожу, мы заливали вместе с вами подошву фундамента, да, а это уже пойдет цоколь. Высота цоколя идет 60 сантиметров, ширина чисто идет под блок 300 миллиметров. В этом видео я покажу весь ход работы, посмотрим, с какими нюансами я столкнулся, а вы сами для себя решите, стоит ли браться за такие проекты в одиночку. Так что давайте отмотаем 1,5 месяца назад и посмотрим ход работы с самого начала и до сегодняшнего дня. Еще в конце 2023 года накрыл точку застройки плотным полиэтиленом, для того чтобы осадки не попадали под подошву фундамента, во избежание морозного пучения. Зимой сверху пленки лежал лед и снег высотой 15-20 см, который дополнительно создавал естественный барьер проникновения холода внутрь. И это на самом деле помогло, хотя были сомнения. Проверил нивелиром высоту всех углов. К счастью, подошва за зиму ни на сантиметр не сместилась. Приемник лазера даже в яркую солнечную погоду дает возможность работать с прибором. Натянул шнурку со всех сторон по проектным точкам.
В каждый угол для наглядности поставил блоки. Мой мозг лучше соображает визуально. Лазером соединил две крайние точки и, используя правило и карандаш, нарисовал внешнюю линию опалубки. Ровный угол в 90 градусов можно проверить старым известным способом. Из угла в одну сторону отмеряем 3 метра, а затем из того же угла в другую сторону 4 метра. Диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров. Тогда и получается ровный угол в 90 градусов. Немного потренировался и сделал одну сторону. Теперь могу рассказать, как придумал крепить стенки опалубки к подошве фундамента. Стенкой опалубки является 3-сантиметровая влагостойкая фанера, которая уже неоднократно использовалась для разных целей. Стенку собирал из кусков длиною 2,5 метра, а высотою 20 сантиметров. Приобрести куски фанеры на пилораме намного дешевле, нежели чем покупать цельные части, раз в 5 так точно. Из кусков несложно набрать нужную высоту опалубки. Крепить решил на усиленные металлические уголки, используя дюбельный анкер диаметром 8 мм. Углы – это очень слабое место опалубки, уделяя особое внимание при сборке. Два дюбеля в бетон, 4 шурупа фанеры. И так шаг за шагом вырисовывается внешний контур. Ширина блока стены 300 мм. Соответственно, ширина цоколя тоже 300 мм. Отмерил, начертил и по такому же принципу собрал внутренний контур.
Лишнюю длину шурупов срезал болгаркой, понимая, что такие шурупы в дальнейшем уже нельзя будет использовать. Ну, что поделаешь, это расходный материал. Углы сразу усилил распорками, выводя стенку в идеальное положение по вертикали. Нижняя балка держит низ от распирания под нагрузкой раствора, а верхняя балка держит вертикаль. Чтобы мембрана не мешала работе, убрал ее из-под ног. Надо будет подумать, как ее накрыть и спасти от заляпывания цемента при заливке. Следующий этап – это выровнять всю опалубку ровно по вертикали, а также ее усилить. Для этого от одного края до другого натянул шнурку, вбил по всему периметру колья, и поставил диагональные распорки из 25 мм доски. Собирал все на шурупы, чтобы при демонтаже облегчить себе труд.
Расстояние между распорками примерно метр-метр 20. Штаны рвутся! Работаю, прикинь! Работа несложная, но достаточно объемная. Приходится по много раз повторять одни и те же действия, что порой надоедает. Но световой день ограничен, свободного времени не так много. Приходилось забывать о разнообразии и идти своим путем. Проектная высота цоколя составляет на 5 см выше, чем моя собранная опалубка. Да и, честно говоря, я ее собрал не везде идеально в горизонт. Необходимо нарастить недостающие 5 см и выставить в идеальный горизонт по уровню. Когда стемнело, прикрутил бруски и по ним отбил нужный уровень. Сделал метки карандашом, чтобы можно было также ориентироваться в светлое время суток. Нарезал из той же фанеры недостающие 4-5 см. Вот наглядный пример компенсации неровности. Соединил 25-мм доской и шурупами. В обязательном порядке проверял уровнем. Ну, вроде ровно. Мне нравится. Все щели и швы прошел фасадной пеной. Она была в наличии. Правда, применил ее не по назначению, но у нее очень хорошие склеивающиеся свойства, и она минимально расширяется.
Ну что, вот такой у меня получился результат. Конечно же, повозиться пришлось, но дело свое удовольствие. Надеюсь, моя палка выдержит нагрузку при заливке. Буду заказывать бетон-насос со стрелой. Я продолжаю заниматься возведением фундамента для своего двухэтажного дома. В прошлом видео я показал, как я поднял опалубку и укрепил ее по всему периметру. Пришло время вязать армокаркас. Для армокаркаса приобрел 6-метровые стальные прутья. Продольные части будут выполнены из 16-мм диаметра, а хомуты из десятки. Объем работы на сегодня небольшой, основную часть я уже выполнил в прошлые выходные, так что давайте посмотрим, что у меня получается. Скелет армокаркаса решил вязать прямо на опалубке. Для этого поперек по всей длине разложил металлические прутья, а на них, как на опору, положил продольную 14-мм арматуру. 2 прутка сверху и 2 снизу. Сделал для себя шаблон. Получается, одна сторона 20 сантиметров и другая сторона идет 37 сантиметров. Это получается, вот длина идет от точки изгиба вот до сюда. И просто подставляем, как бы, благодаря этому получится ровные хомуты, и не надо будет подгонять каждый раз под нужный размер. Для хомутов под нужный размер нарезал заготовки. В моем случае это 1,35 м. Арматура 6-метровая. Она как раз подходит под мой проект. На продольные пруты взял 16 диаметр, а на хомуты десятка. Арматуру берем обязательно ржавую, а еще лучше, чтобы она еще пару месяцев полежала на территории под открытым небом. Всем все понятно? Погнали! 10-я арматура достаточно легко поддается обработке. Гнется легко и без особых усилий. А с готовым шаблоном процесс сравнительно быстрый. Но главное не торопиться. Хомут связывал в 2 точках вязальной проволокой толщиной 1,2 мм. Вот буквально за час работы получается 15-20 готовых хомутов. Готовые хомуты сразу раскидывал по продольной арматуре шагом 40 см.
Осталось последний ряд вот здесь растащить. Здесь уже идет не 300 миллиметров, как внешние стены, а 200. Поэтому, соответственно, нужно будет шаблон поменять на станке и сделать немножечко поуже. По проекту ширина внутренней части фундамента на 10 см меньше, чем внешняя. Соответственно, хомут будет другого размера. На шаблоне выставил нужные значения и сделал необходимое количество оставшихся хомутов. Также раскидал шагом в 40 см. Расскажу ход работы. Первый хомут я выставил по вертикали, строго по уровню, вот таким вот способом. Далее зажимаю в 4 точках, 2 сверху, 2 снизу, и зажимаю шурупами 2 с одной и с другой стороны, для того, чтобы конструкция имела уже прочность для дальнейшего монтажа. Далее изготовил вот такой вот профессиональный инструмент. Соответственно, у меня шаг идет каждого хомута, каждой ячейки по 40 сантиметров, ну, плюс-минус. Вот. И им удобно работать как сверху, так и снизу. Для работы с вязальной проволокой использую вот такой вот инструмент. Ну, в народе просто называется крючок. И уже готовую вот вязальную проволоку. Видите, она уже с ушками. Так что она складывается вот так вот пополам. Огибается арматура. И сразу за 2 ушка цепляется. И идет закручивание, зажим. Все на самом деле очень просто и элементарно. Хомут крепил в 4 точках, по 2 проволоки на каждое соединение. Углы сразу же не зажимаю. Как видите, да, эта часть зажата, здесь свободно, и тут тоже 2 свободные. Потому что когда потом будем соединять угол, прут будет 3-метровый, то есть будет заходить 1,5 метра на одну сторону и 1,5 метра на другую сторону. И есть вероятность, что прут не пролезет через зафиксированные хомуты, с чем я уже сталкивался, когда связывал подошву фундамента. Поэтому оставляем их свободными. И потом вместе с углами сразу затянем все одним целым. Для постоянной работы на коленях очень спасают наколенники. Первый день работал без них. Как ни старался не опираться на колени, время от времени все равно касание и опора об землю происходит. И, конечно же, без болевых ощущений не обойтись. Так что советую к покупке. Решил, что внутренний стержень не будет лишним, а наоборот, укрепит всю конструкцию. Ровно посередине закрепил по всему периметру фундамента. Дальше пошла тяжелая артиллерия. Пришло время для укрепления углов фундамента. Угол – это самое уязвимое место, так что уделяем ему особое внимание. Мой покупной арматурогиб предназначен для работы с 14 арматурой, но я его пожалел и загнул углы по старинке, используя металлическую трубу из сына, который готов ввязаться в любую аферу своего отца.
На один угол уходило по 2 часа работы. Достаточно кропотливая и времязатратная процедура. Так, рассказываю. Вот первое соединение. Вот второе. И вот третье. И такие же соединения на 2 ярусах ниже. На другом углу та же самая схема. Для того, чтобы армокаркас находился полностью в бетоне, использовал вот такие пластмассовые стульчики. Они бывают разной высоты. Мои 9-10 см. Расставил через каждый метр. Опустил каркас на проектное место. Ну, вроде все даже ровно получилось. Следующий этап – это привязать новый фундамент к старому. Для этого просверлил 9 отверстий 14 диаметра на глубину полметра. И в ниже забил 12 арматуру. То же самое сделал с другой стороны. Сделал соединение на Т-образных углах, по 2 загиба в каждую сторону на всех 3 уровнях.
Подушка фундамента существовать отдельно от цоколя не может. Это должна быть одна цельная конструкция. Через каждые полметра просверлил вертикальное отверстие. Длина сверла 500 мм. Вбил усиленным молотком 12 арматуру по всему периметру. Обязательная часть – это убрать весь мусор из опалубки. Остатки вязальной проволоки, срезанная пена, частицы бетона от просверленных отверстий. Все это не пойдет на пользу при заливке. Использовали воздуходувку. И последний штрих. Осталось срезать на нужную высоту забитую в подошву арматуру. Заказал бетон марки C3035. По расчетам вышло 4 куба. Заказал с запасом еще сверху полкуба. Но мало ли где рванет опалубка, или я просчитался. Лучше лишний бетон слить или отдать соседу, как в моем случае, чем обнаружится недобор. Разница в 40-50 евро, умноженная на общий объем и стоимость работы, думаю, это честная сделка. Это расходный материал. Заказал бетон с насосом. Это дополнительная услуга и стоит также дополнительно, то есть отдельно, причем оплачивается за каждый рабочий час. Учитывайте этот момент, но штука удобная. Залили за 1 час. Вся работа была слажена и организована. Каждый человек знал и выполнял свои обязанности. Рабочий на насосе идеально управлял подачей бетона, чувствовал и направление, и силу подачи раствора. Человек 100% на своем месте. Обязательно берите помощника. За короткий промежуток времени необходимо сделать достаточно большой объем работы, плюс работа физически сложная. Одному точно не справиться. Один направляет подачу раствора, разглаживает бетон, второй вибрирует и убирает остатки. За 10-15 минут до заливки я пролил всю опалубку и основание водой, чтобы она не высосала влагу из раствора мгновенно и процесс схватывания шел равномерно. Ну вот что у нас получилось. Неплохой результат. В некоторых местах опалубка пошла легкой дугой. Для идеального результата можно было бы добавить дополнительные диагональные опоры или связать длинные участки по вертикали шпильками.
При разговоре с бетонщиками выяснил, что у них на объектах каждая третья опалубка разрывается при заливке. Моя выдержала, ну и на том спасибо. Сразу же накрыл весь фундамент пленкой и постоянно его проливал, чтобы создать оптимальные условия для набора прочности. Так получается поддерживать нужный микроклимат, в котором раствор сохнет равномерно. Прошло 2 недели. Оказалось, что разбирать опалубку гораздо приятнее, чем собирать. Скоро будет виден конечный результат двухмесячной работы. Все было собрано шурупы, так что разобрать всю опалубку не составило большого труда. Те шурупы, которые не откручиваются, срезал болгаркой. В некоторых местах образовались кратеры. Странно, конечно, бетон вибрировали должным образом. Вибраторы работали поэтапно, на каждом залитом слое. Есть идея, почему так вышло? Может, кто-то знает? Фанеру можно использовать повторно. Сложил ее до лучших времен. Весь неликвид пустил на дрова. Следующий этап – это нанесение гидроизоляции. И для того, чтобы она легла ровно, необходимо зачистить все неровности насадкой по бетону. Достаточно пыльная работа, так что средства индивидуальной защиты не забываем. Ну чё, совсем другая история. Ровненько, без бугорков. То, что надо.
Также не забываем что-нибудь уронить себе на ногу на стройке. Без этого, к сожалению, не получается. Хотя, честно говоря, постоянно себя контролируешь на момент безопасности. Готово. Всю бетонную пыль и грязь смыл водой. Я очень доволен результатом. Что, двигаемся дальше. Бетон залил, за 2 недели он набрал достаточный класс прочности, чтобы можно было с ним работать. Следующий этап – это гидроизоляция фундамента. Смыл водой всю грязь. Буду использовать проверенную гидроизоляцию компании Weber. Это не реклама, купил за свои деньги. Честно. Использую не в первый раз. Очень нравится качество материала. Поставляется в виде густой массы с мелкозернистыми шариками для легкого нанесения. Первый слой, он же базовый, состоит из сильно разведенной водой массы. Он обеспыливает поверхность, плюс создает идеальную среду для нанесения основных слоев. Наносится огромной кистью, я использую макловицу. Значительно ускоряет процесс работы. Сразу обработал и внешние, и внутренние стороны, а также верхнюю часть фундамента. Через час работы смесь полностью высохла и готова для нанесения первого основного слоя. Первый слой ничем не разбавляется, наносится обычным шпателем. Я работал сразу двумя. Удобно. Масса наносится на сдир. Внутри гидроизоляции есть мелкозернистые шарики, которые выравнивают наносимый слой. У вас не получится нанести больше или меньше. Шарики сделают все за вас.
Ведро в обязательном порядке прикрывал от палящего солнца. Материал достаточно быстро схватывается. Необходимо за этим следить. Процесс сравнительно медленный. Это только на видео кажется, что все так быстро и четко. Также загидроизолировал подошву фундамента. Вот такая красота получилась. Но это только первый слой. Ждем, пока высохнет, и наносим второй. На это примерно уходит 1-3 дня. Пошел второй слой. На второй слой ушло значительно меньше материала. Наносится так же, как и первый. Готово! Теперь фундамент не боится воды. Задача на сегодня – утеплить стены фундамента, чтобы защитить помещение от холода и сырости. По проекту утеплять фундамент необходимо экструдой 100 мм. Для моего региона это более чем достаточно. Решил немного поэкспериментировать. Попробовал резать КПС-листы циркуляркой. Как выяснилось, это не лучший вариант. Диск по дереву, да, режет, но также и плавит материал. Не понравилось. В дальнейшем работал обычным канцелярским ножом. Клей-пену использовал специальную для данных работ. Вообще штука классная, расход небольшой, схватывается быстро, клеит намертво. Не жалея, наносил на всю поверхность листа. Сразу после нанесения пены клеить нельзя. Ждем 2-3 минуты, в зависимости от наружной температуры, и только после полимеризации пена приобретает клейкую структуру. Вот это тот момент, когда необходимо приклеивать две поверхности друг к другу. Пропениваю все образовавшиеся вертикальные и горизонтальные швы. Вот так это выглядит на данном этапе.
После 2-3 минут пена приобретает вот такую клейкую способность. Я перед каждым приклеиванием проверял пальцами, готов ли материал к применению. И еще чуток нужно подождать. И приклеиваем, заделывая все образовавшиеся швы. Процесс несложный, но время затратный. Отмерил, отрезал, приклеил, потом опять отмерил. При оптимальной толщине слоя утеплителя точка росы перемещается из стены в сам утеплитель. В итоге стена по всей толщине всегда сухая. И даже в том случае, когда наблюдается похолодание до температур необычных для вашего региона, точка росы не приближается к внутренней поверхности фундамента. Весь периметр готов. Далее отрезал лишнюю затвердевшую пену. И промазал швы гидроизоляцией. Также утеплил верхнюю часть подошвы фундамента вокруг всего дома. Здесь применил 5-сантиметровую экструду. Вот теперь точно должно быть тепленько. Пришло время разобраться с профилированной мембраной. Сначала ее необходимо качественно отмыть, а уж затем накрыть весь утеплитель. Привез песка для обратной засыпки. Хорошо утрамбовал. Уплотнил водой. И разровнял в один уровень.
Оставить утеплитель только на клей пене не решился, хотя производитель уверяет в качестве своего материала. Каждый лист прижал 3 дюбель-грибами. Сначала купил весь объем грибов с полностью пластмассовыми стержнями, но забивая стержень, он или ломался, или не забивался до конца, или у меня руки же не с того места растут. В общем, купил металлические стержни с пластмассовой термоголовкой. Конструкция широкой шляпки дюбеля плотно прижимает лист утеплителя. В комплекте с дюбелем идет металлический оцинкованный гвоздь с термоголовкой, который имеет пластиковый колпачок, предотвращающий образование мостика холода и коррозии гвоздя. Термоголовка имеет шлиц торкс для работы с шуруповертом при закручивании. Очень удобно, но стоит раза в 3 дороже, чем пластиковые. В обязательном порядке замазал горизонтальный шов гидроизоляцией, чтобы вода не попадала между утеплителем и фундаментом. И последний штрих – расстелить рубероид под первый ряд блоков, который отсечет капиллярный подсос влаги с фундамента в кладку блоков. Если этого не сделать на данной стадии, то в дальнейшем эту ошибку уже не исправить. Ширина рулона 1 метр. Разрезал пополам. Слышал, продают рулон сразу под нужный размер, без необходимости что-то подрезать, но я такие удобства не нашел в магазине. Зато с сыном прикольно провели время. Так, попытка номер 1. Подсказали, что при настиле рубероида его необходимо разогреть газовой горелкой. Но в этот день был сильный ветер, пламя сбивалось, солнце светило настолько ярко, что было непонятно, горит ли вообще эта горелка. В общем, намучился и расстелил рубероид без прогрева. Углы перекрыли нахлестом, что, естественно, уменьшит высоту шва прикладки блока. Этот момент нужно будет заранее учесть.
Ну вот как-то так. Вроде неплохо смотрится. В следующем видео покажу, как мы выставили первые угловые блоки, и к этому времени уже подняли 3 полных ряда. Но это уже другая история для другого видео. Ждем вас у экрана. Ну а пока, всем пока-пока.